Окей. Всем привет. Hi, everyone. Это онлайн-церемония награждения первого межконтинентального кубка чистоты Россия-США. This is an online award ceremony for the first Intercontinental Cup of Clean Games between Russia and the USA. Сегодня у нас, ребята, снова интереснейшая трансляция, потому что нас смотрят опять люди из России и из США. Поэтому мы, как на Олимпийских играх в 2014 году, вещаем сразу на двух языках. Today we have an interesting broadcast again because we are watched by people from Russia and the United States. So we are broadcasting in two languages at once. Just like at the Olympic Games in Sochi in 2014. И кажется, так выходит опять, что на всех этих двух языках вещаю я. У нас должен был быть соведущий, не все получилось. Мы вели трансляцию вместе с соведущим, когда была сама игра, а сейчас я один. And it seems that I'm broadcasting in all these two languages by myself, all alone. There was co-host when there was a game on the October 10, but today I'm alone. Пишите, ребята, свои отзывы, впечатления, комментарии, если смотрите нас сейчас, ну или в записи. Если вы были на игре, ставьте, пожалуйста, плюсики, комментарии. Мы внимательно все читаем и будем стараться отвечать на комментарии в прямом эфире. Okay, write your reviews, impressions, comments, and if you're watching us now or in the recording, who was at the game, put a plus, a sign in the comments. We try to read all the comments carefully and we try to respond to them live. Ну что, друзья, как прошел турнир? 10 октября 2020 года Москва, Нью-Йорк и еще 19 городов собрали 15 тонн мусора в ходе межконтинентального кубка чистых игр. Okay, how was the tournament? On October 10, 2020, Moscow, New York, and 19 other cities collected 15 tons of garbage during the Intercontinental Cup. Для проведения этого турнира чистые игры и организация World Aral Region Charity, это фонд Аральского моря, стали эти организации партнерами российско-американской программы «Обмен социальным опытом и знаниями» фонда Евразия. In bringing this tournament to future Clean Games and World Aral Region Charity have partnered with the US-Russia Social Expertise Exchange Program by Eurasia Foundation. Соревнование у нас проходило в 6-часовых поясах. The competition was held in 6 time zones. Значит, участники убирали территории в городах России. Это Белгород, Выборг, Гатчина, Калининград, Краснодар, Сочи, Москва, Орел, Липецк, Ладейное поле и даже Малая Карлина. И в городах США. Эпплтон, Кливленд, Кей Бискейн, Майами, Нью-Йорк, Феникс, Питтсбург, Сан-Франциско и Вентура. Okay, participants cleaned areas in and around 10 cities in the United States, in different states, and 11 cities in Russia. И впервые проводили мы такую игру с такой разницей во времени между разными точками. У нас в России солнце уже садилось, а в США только встает.
For the first time in our history, we held games with such a huge time difference between points. In Russia, the sun is already setting down, and in the United States, it's just starting to rise. It's unbelievable. И что проходило, как мы определяли рейтинг? У нас к участию в турнире допускались команды от 2-4 человек. Пятым членом команды можно было взять ребенка до 7 лет. Teams from 2 to 4 people were allowed to participate in the tournament. The fifth member of the team could be a child up to 7 years old. И что мы собирали? И за что давали баллы? What did we collect and give points for? Значит, у нас были смешанный мусор 5 баллов, мешок с металлом 7 баллов, мешок со стеклом это 8 баллов и самый дорогой мешок пластика, PET-бутылки 9 баллов. A mixed bag of garbage 5 points, a bag of metal 7 points, bag with glass 8 points and plastic bag, PET bottles, it was 9 points. Также мы принимали батарейки, 1 балл давали за батарейки, покрышки принимали от 1 до 6 баллов, там, в зависимости от размера и массы. Крупногабаритный мусор, если кто-то нашел холодильник или диван, например, вот от 0 до 8 баллов давали мы в зависимости от размера и веса. И окурки тоже принимали, это страшный мусор, постоянно везде валяется, многие вообще не считают его за мусор, а между тем один из самых распространенных на Земле. 1 балл давали за 10 окурков. Okay, what additional points we gave for batteries, tires from 1 to 6 points, depending on the size and weight. Large garbage, for example, refrigerator or a sofa or something else, from 0 to 8 points, depending on the size and the weight. And for cigarettes, for 10 cigarette butts, we gave 1 point. It's very, very famous garbage. И как мы считали рейтинг? Посчитать рейтинг довольно сложно, потому что все игры с разным количеством мусора. И что мы делали? Рейтинговый балл каждой команды, используемый для сравнения команд в турнире, мы рассчитывали как показатель Z-score. Это статистический показатель. Мы его рассчитывали на основе среднего количества баллов за мусор на одного участника команды. The rating score of each team used to compare teams in the tournament is calculated as a Z-score, which we calculated based on the average number of points for garbage per team member. Этот показатель позволяет сравнить между собой результаты команд, если, например, независимо от количества людей в команде, если, например, в твоей команде 2 человека, против тебя играет 4 человека, очевидно, у тебя меньше шансов. Но вот мы стараемся уравнять шансы, сделать справедливую оценку. This indicator allows you to compare the results of teams received in different territories of the game, regardless of the amount of garbage collected in these territories. Значит, сегодня мы объявляем, друзья, победителей турнира, лучший артефакт. Что такое артефакт, я расскажу чуть позже. И победителя конкурса Stories. У нас будет 3 таких номинаций. Okay, today we will announce the winners of the tournament. The winner of the best artifact contest. I will tell later details about this contest. And the author of the best stories on Instagram. There will be 3 nominations. Окей, и начнем мы, друзья, с награждения Stories. And we begin with Stories Award. Друзья, значит, участники турнира могли принять участие в конкурсе историй на платформе Instagram. Для этого надо было сделать stories в Инстаграме во время игры, на которой изображены участники с мусором, который они собрали. И надо было отметить официальный инстаграм-аккаунт чистых игр, добавить хэштег CleanCupUSRussia или CleanGames. И мы размещали эти stories в Фейсбуке и голосовали лайками за эти stories. Participants of the tournament participated in a story contest on the Instagram platform. To do this, participants had to create an Instagram story on October during the game, which shows the participants of the tournament with the garbage they collected. They should have marked the official Instagram account of Clean Games and add special hashtags, CleanCupUSRussia and Clean Games. And the organizers of the tournament chose the most interesting and remarkable story on Facebook. There was a Facebook voting with likes.
Окей. С конкурсом Stories, в общем, что вышло? Так получилось, что участвовали как бы через организаторов многие, а не через свои личные аккаунты. То есть организатор постил со своего мобильного телефона, со своего аккаунта story. This is how it turned out with the story contest. It turned out that they participated as if through the organizers and not from their personal accounts, right? The stories were posted from the account of the game organizer by them, by their mobile phones. И победила у нас вот эта замечательная фотография с девочкой. This photo with a girl won. Она немножко грустная. She said a little bit. И сейчас к нам в эфир выйдет организатор этой игры. Эта игра из Денвера. Организатор зовут Наталья. Организатор говорит по-русски. And now we want to invite to our stream the organizer of the game from Denver. Her name is Natalia. Наталья, как меня слышно? Прием. Отлично. Okay. Natalia hears me well, and we speak in both languages in one time. Мы тут сразу говорим со всеми аудиториями по-русски и по-английски, но мы начнем для российских зрителей, мне кажется, их побольше. Я слышал, что там какая-то милая история, что девочка была грязная, а потом стала чистая. Я видел, что фотографии, когда она еще улыбается. Да, так именно и было. Ага. А расскажите, что там случилось? Почему она такая грязная? Ну, у нас было несколько команд семейных, и эта девочка со своей мамой решила пойти почистить пруд, который был недалеко от нашей станции, где мы начали. И около пруда было очень много грязи. И они увидели там какой-то части шины, и, как вы знаете, за шины дают много очков. Ну и потом, наверное, у них был такой порыв почистить пруд от этих кусков шин, и они решили ползком, по-моему, каким-то образом. Мама держала дочку, дочка должна была достать шину. В общем, в итоге они полностью были... Ну, мама нет, но дочка была полностью в грязи. Вот, когда это я увидела, я обрадовалась, решила сделать фотографию. Потом, когда я закончила делать фотографию, она на меня очень зло посмотрела. Я поняла, что она была очень расстроена в этот момент. В общем, я пошла ее чистить, рассказывать ей про Пеппи длинный чулок, и вообще как это здорово быть сильной девочкой и достигать своих целей. Вот. И потом, когда у нас закончились соревнования, у меня, к счастью, был отличный приз про девочку Корделию, книжка. Вот, и я ей рассказала. И, в общем, я надеюсь, что это было первое такое мероприятие. Вот, и я думаю, что он не запомнится надолго. Так что такая история. Прекрасная история. Наталья, ну, в общем, а мы можем повторить для английских зрителей примерно то же самое покороче? Sure. Okay. Yeah. Okay, so quickly we had families competing in Denver, and then one mom-daughter team decided to clean up a pond that has a lot of muck and mud around it. And they saw 4 pieces of a huge tire. Right. So they had to figure out how to get it out. And then I think the daughter, who is 8, she had to almost get down on her knees and crawl. And then her mom tried to secure her out. And anyway, they ended up completely covered in mud. I thought it was super cute. Her mom agreed, and we kind of laughed about it. I took a picture, and then I realized that the daughter was super mad at me. And she was not happy at all. So I helped her clean up. And we talk about how awesome it was and what a great memory. And that was her first ever trash cleanup event. So it will be definitely memorable for her. So we just turned it into the character building exercise, so to speak. And thankfully, I had a book about a strong girl and all the things that strong girls can do. So hopefully that would be a cool experience for her and a good memory. That's nice. В общем, друзья, этот победитель, эта милая девочка, ей достается приз, футболка и диплом. In general, the winner is this cute girl, and she gets a t-shirt and a special diploma. Congratulations! Мы Наталье передадим поздравления и футболочку, и диплом, если еще не передали. Спасибо большое, Наталья, что подсоединились к нам. Можете дать участникам еще какое-нибудь пожелание или совет в связи с таким экологичным мероприятием?
Совет? Какого плана совет? Ну, просто пожелание. Что вот тем зрителям трансляции, которые смотрят нас сейчас, делать со своей жизнью, чтобы мы все жили в чистом мире, чтобы однажды нам вообще не понадобилось ничего Ну, убирать. правильно, нам нужно больше девочек типа, как ее зовут, Тунберг, Греты Тунберг. Вот я вот этим занимаюсь, что таких воспитываю. Но я думаю, что это мероприятие, подобные мероприятия, они дают возможность людям смотреть на свое, по-другому на свое, не знаю, на свои парки, на тот город, где они живут, и немножко быть более ответственным. И я думаю, что это станет уже в привычку. Вот мы вчера ходили, например, играть, и взяли с собой пакеты, собрали мусор, где мы были. И я думаю, что если каждый будет так делать, это будет здорово. Прекрасно. Я согласен с этим полностью. Начинаем с себя и стараемся экологически образовываться еще больше. Наталья, спасибо большое. Thank you very much for participating. Мы прощаемся с Натальей сейчас и продолжаем нашу церемонию награждения. We say goodbye to Natalia from now and continue to the artifact contest. Мы продолжаем, друзья, к награждению артефакта. Сейчас немножечко я залезу в комментарий к трансляции, проверю, вдруг там кто-то что-то спрашивает, кто-то передает приветы. Все пишут смайлики. Александр Федоров, очень много комментариев. Привет, Александр. Где можно найти эту фотографию? Спрашивает. Вы имеете в виду фотографию Stories, да? Это в нашей группе в Фейсбуке. Чистые игры в Фейсбуке наберите. Eco Clean Games. Должно сработать. I'm just explaining how to find a photo to the viewers of our live stream. Окей, друзья, давайте продолжим. Перейдем к награждению артефакта. We begin to award artifact contest. Что такое артефакт, друзья? Это вещь, которую игрок находит в мусоре и, в общем, считает ее достаточно интересный какой-то, настолько какой-то необычный, что ее даже как-то жалко класть в мешок, и ее, может быть, можно использовать вторично. Может быть, можно рассказать про нее какую-то историю. Вот необычные вещи сейчас в трансляции видны. И в качестве артефакта мы не принимаем обычно органику, грибы, ягоды, кости. Этого мы не принимаем. Но вот всякие интересности можно было сфоткать одну от команды и отправить в центр поддержки в WhatsApp. Фотографию найденного артефакта. Написать название игры, название команды, номер и краткую историю этого артефакта. Okay, an artifact, what is it? It's an item that the player finds in the trash and finds interesting enough. Or you have a version how it can be used again. These artifacts can participate in the best find contest. Organic matter is not accepted as an artifact. Mushrooms, berries, bones, and other types. There are a lot of bones always. We don't get it. And to participate in the contest, you had to send a photo of the found artifact to the WhatsApp support center and type the name of the game, a team name or team number, and a brief history of this artifact. И голосование, друзья, у нас было за артефакт в альбоме группы в Фейсбуке тоже. And we had a voting process for the best artifact in our Facebook group. И у нас есть победитель. Это игра в Краснодаре. This is a game in Krasnodar, the winner of this contest. На связи у нас организатор игры в Краснодаре Сергей Коробов. We invite to our awarding ceremony the organizer of gaming in Krasnodar, Sergei Korobov, and we will translate to speak in Russian because he's in Russian. Сергей подключается. Мы награждение этой номинации сделаем на русском языке. Сергей сейчас подключает звук. Сергей, привет, как слышно? Доброго вечера, да, слышно отлично. Меня как? Супер, слышно тоже отлично, видно Отлично. Отличные белые наушники, у меня тоже. Итак, я знаю, что победивший артефакт — это команда, у вас 9-я команда, Ракета-бомба называлась эта команда, и она нашла ласты, да?
Это ласты же, все правильно? Да, совершенно верно, они нашли ласты. Дело в том, что у нас игра проходила на берегу реки Кубань, ну и там, соответственно, часто купаются, отдыхают, ну и много всяких скоплений мусора. Вот, и участницы нашли замечательные ласты, и они победили. А это была такая глубокая река, то есть там плавают с ластами, там пляж, да? Можно купаться и все такое. Да, там пляж, ну, на данный момент люди, конечно, не часто купаются, но купаются. Я думаю, что кто-то оставил ласты, и либо они откуда-то приплыли и оказались на берегу, и наши участницы их нашли. И, одна из участниц даже намочила свои штаны и с радостью принесла в копилку к своей команде баллы. Слушайте, ну, это было не зря. Я вообще наблюдаю, что на этой церемонии награждения у нас усилия вознаграждаются. Лучшая сторис была от девочки, которая вся измазалась полностью в грязи, добывая покрышки. Лучший артефакт от девчонок, которые намочили ноги, пытаясь достать ласты. Спасибо большое команде «Ракета Бомба». И получает команда приз футболку, такую же замечательную футболочку. Мы передадим ее Сергею. Ну, получает тот, кто нашел. Да, конечно, мы передадим. К сожалению, не удалось выйти на связь с ними сегодня, но обязательно передадим. И, конечно, даем сертификат, тоже такой дипломчик замечательный, симпатичный. Я просто вижу в трансляции и сразу комментирую, что с диплом. Сергей, спасибо вам большое за организацию игры в Краснодаре, за то, что приняли участие в трансляции церемонии награждения. Мы сейчас говорим вам счастливо и пока-пока. Спасибо. Всего доброго. Счастливо. Okay, there was a Sergey from Krasnodar, the organizer of the game, and the best artifact. Interesting thing. It called Lasty. I don't know how to name it in English. Maybe, может быть, посоветуйте в комментариях, друзья, что такое ласты по-английски. Сейчас посмотрим. Не знает переводчик. The game took place on the bank of the river. And there were interesting things. For example, this thing. Litters, да. Ласты — это litters, slippers. Не, ну slippers — это что-то не то. Короче, друзья, мой английский не так very good, как вы думаете, но мы продолжаем. А продолжаем мы награждать победителей. Мы уже наградили лучшую stories, мы наградили артефакт, и на связи победители игры. Okay, guys, we start to award the winners. And the first winner, it's a third place. Светлану добавляешь? А Светлана у нас с какого места? Окей. Третье место — это игра в небольшом городе в Ленинградской области в России, Ладейное поле. Пока Светлана подключает звук. Third place, this is a game from small town in Leningradsky region in Russia, Ладейное поле. Не знаю, как по-английски правильно с акцентом назвать Ладейное поле. Светлана, привет! Всем привет! Отлично, меня слышно. Ну, мы будем на русском, я думаю. Итак, у нас победитель, который взял третье место, это команда Эко-Патруль. И Светлана из команды Эко-Патруль, правильно понимаю? Да, все правильно. Супер. С вами были еще 3 человека, верно? Да. А откуда вы такие взялись? Вы подружки, 4 подружки? Нет, мы не 4 подружки, мы просто знакомы по волонтерской деятельности. Ага. И первый ли раз вы участвуете в таких экологических мероприятиях? В экологических мероприятиях не первый раз, но в подобном впервые, в чистых играх впервые. Скажите, почувствовали ли вы какую-то разницу? Наверное, вы участвовали в обычных субботниках, возможно, такое было когда-то. Есть ли что-то, чем отличается чистая игра от субботника? Ну да, конечно, есть, потому что в субботнике же мы участвуем не на время, да, а тут все-таки, такой задор соревновательный, поэтому это было интересно, опыт был интересный. А как на ваше ощущение, удалось собрать больше мусора или столько же, чем, на обычном субботнике? Нет, конечно, удалось собрать больше, потому что, мы работали в первую очередь на результат. Вау. Хотели победить?
естественно. Ну, и это удалось. А у нас, кстати, в конференции тихонечко появилась организатор игры. Наталья, привет. А не совсем организатор, я также участница и также участвовала в команде «Эко-патруль». А, супер, у нас уже половина команды в трансляции появилась. Вы тоже хотели победить, Наталья? Нет, не стояла такой задачи на самом деле. Мы пришли, и все как-то спонтанно, случайно получилось, и мы в шоке на самом деле. Но приятно от того, что мы смогли сделать хоть немножко чище наш город. То есть у вас не было такой стратегии, типа Рэмбо 2 сюда, Рэмбо 3 туда, ты мешок с пластиком, ты мешок с... Нет, и за другими участниками мы тоже не следили. У нас была стратегия: двое собирают, двое носят. Руки потом мы, конечно, очень сильно болели у нас со Светланой, мы больше всего с ней таскали. Но ничего. Тем не менее, сегодня в трансляции вы, значит, уже успели отойти после 10 октября. Окей, друзья, вы получаете приз, диплом за 3 место и почет, и уважение, и смотрят вас зрители из России и из США. И пока мы на русском, сейчас мы с вами попрощаемся, а потом я на английском еще всем расскажу, какие вы классные. Спасибо вам большое за участие, и продолжайте участвовать вместе с нами после того, как закончится зима. Спасибо. Счастливо. Счастливо. Okay, there were the third place winners from small town Lodeno Pole. There was a team Eco Patrol and 2 participants of this team. They got diplomas. And the second place. Мы переходим ко второму месту, друзья. И на втором месте у нас оказывается игра из Нью-Йорка. And the second place goes to a game from New York. Я не совсем уверен, что мы сможем добавить в конференцию кого-то из этой игры. I'm not quite sure that we will be able to add somebody from this game to our live stream. Я попрошу режиссера трансляции мне сообщить, появится у нас кто-то или нет с этой игры. Нет, Соранхель это не тот участник, это наш соорганизатор. Okay, guys, looks like we cannot add anyone from this game to our live stream. Похоже, да, у нас с этой игры никого не получается добыть, но я вам скажу, что в Нью-Йорке проходила игра, прямо сейчас в трансляции можно посмотреть фотографии, и команда Эшли Джонатан. Команда номер 2, скорее всего, это парочка неразлучных друзей. Одного зовут Эшли, другого Джонатан. Незамысловатое название. И получают эти ребята заслуженное 2 место и тоже дипломы. These cute guys get second place and diplomas as a prize. Прекрасный дизайн у нас на этой игре. Меня просто колбасит и тащит. Замечательный совершенно дизайн. И сейчас я в трансляцию приглашаю организатора этой игры, Соранхель. Девушка замечательная, которая организовала эту игру. And I would like to invite in our stream the organizer of this game. Her name is Soranhel, and she's now connecting a sound, and I hope that we will see the video. Yeah, we can see the video. Hi, Soranhel. How can you see me? Can you hear me? Yes, I can see you and I can hear you. And I can hear you and see you well. Okay, so how everything went, and what was the game, and how many participants did you have, and how many trash did you collect, and can you share some emotions and some experience from this game to our viewers? Yes, for sure. So my name is Sorangel. I was one of the volunteer organizers in New York. So we were at the Marcus Garvey Park in Harlem, New York. We had about 21 participants. And we actually had a few participants who joined on the day of once they saw the effort. Wow. The park, you know, it's amazing. It's a pretty community-based institution, I would say. And so there were so many things happening. There was fencing, yoga, karate, African dancing. We were kind of part of community by participating in the clean games and bringing that aspect to it. And so, yeah, it was pretty great. Our top team collected 10 bags of mixed trash. So there was a lot of collect during that time, and that is a pretty used park. So we were excited to be part of that effort.
Wow, that's nice. And how dirty is New York City is in general? Is it getting cleaner year after year, or it's just as in past time? Yeah, I would say because of the coronavirus pandemic, the sanitation system has, faced budget cuts. So you can really see that when you go into the more public spaces around the city. And so it's great that we get to support, the community and help clean it, especially the more used public spaces. Where you really do notice that those differences from before. Yeah. Okay, I will hope that everybody will face this problem well, and we will have cleaner places in the future, and maybe it will be. We will not need to play clean games at all because it will be very clean places. And we send congratulations to your team and to your town and award it with a prize. We have diplomas, and the diplomas go to your team. And thank you for participating. Thank you for organizing the game. And we will start to award the first place, and you can stay in this live stream because I will give you a floor after this participation in the final of our live stream. Okay, guys. Нет, Саранхель мы оставляем. Друзья, да, здесь было много английского языка. We try to make a live stream both in Russian and in English because we have viewers from different countries, and you'll have to wait a little bit while I'm talking in Russian. Итак, друзья, у нас сейчас было много английского. Мы поздравили второе место, Нью-Йорк, двух ребят, и Саранхель рассказала нам, что Нью-Йорк, ну, в общем, не самый чистый город на свете, и вместе со всеми вирусами у них еще возникло больше проблем, и жители Нью-Йорка сами убирают и помогают друг другу, и у них на игре, прямо во время игры, и это частая история на самом деле, прямо во время игры присоединились несколько игроков к игре. Это было круто. Прямо рядом там была какая-то йога у них, какие-то активити в парке, и оказалось, что присоединились люди. Это здорово. И мы переходим, друзья, к награждению первого места. And we start to award the first place and the cup with a prize. This from Appleton and the team called the Comrades. У нас первое место, друзья, это настоящий приз, настоящий кубок. И в локации игра проходила в городе Эпплтон, и команда из США, как вы уже поняли, она называется «Комрады», по-русски, если переводить вольно. В общем, команда «Друзья», испанские «Друзья». Мы добавляем прямо сейчас в трансляцию одного из участников этой команды. We happy to invite one of the players from this team. Hi, can you hear me? Can you see me? Yes. So, how game went? What was your results? And can you share some emotions and some experience from the game? Was it your target to win, or it just became a surprise? Yeah, it was really a surprise. I think coming into it, our team, wasn't expecting to win. We're from a pretty small area. So yeah, it was an awesome experience. And I think some of us were expecting something different going into it, and it was just so much fun. It ended up being like a really enjoyable experience. Yeah, it was great. Was it your first experience in cleaning, or you just do it usually? This was like the first sort of organized experience for, I think, a lot of us. So it was really fun to have, such success, I guess, our first time. Nice. And how dirty is Appleton in general? Is it getting cleaner year after year, or just like in old times? I think in general it's, pretty average, but I think a lot of places lately, with sort of the resurgence of like not being able to use reusable things because of health issues with the pandemic, I think there's been a lot more like straws, plastic bags, just for like sanitation reasons. So there's been a resurgence, I think, of some trash around because of that.
Okay, I hope you will get a more clean place in future, and we congratulate your team, and we would like to award you with a prize, a real clean cup from Clean Games. And if you watch the live stream after in the recording, you will see it and you will able to touch it, of course. And thank you for participating. Thank you for getting first place. And as every other winners, you'll get t-shirts, cool t-shirts with our print and with our design. And thank you again. And you can give the last advice to our viewers according to ecology. Yeah, thank you so much. Yeah, it was a great experience, and it was great to do something for the community, so I definitely recommend it. Okay, thank you so much. Ну что, друзья, опять было много английского. Мы наградили за первое место члена команды Камрады из города Эпплтон, из США. И, как вы видели в трансляции, это был прямо настоящий кубок. И я забыл отметить, что, разумеется, все победители получают, помимо дипломов, футболочки. Замечательные, красивые футболочки. И мы с вами будем потихонечку завершать. Единственное, что у нас остался еще один почетный гость. We have one special guest here who should come to our live stream. Я не знаю, почетный гость готов или нет. У нас есть еще один партнер. Ага, почетный гость пока почему-то не заходит. Ну, ничего страшного. В таком случае я скажу, что у нас вообще в этой игре было 3 организатора, соорганизатора. Первый организатор — это «Чистые игры», Санкт-Петербург. I would like to say that we had 3 organizers, huge organizer teams in this competition. First team is a Clean Games team from St. Petersburg, from Russia. Вторая большая команда, которая помогала организовывать всю эту тему в США и вообще полностью взяла на себя американскую сторону, это фонд Аральского моря. And the second huge team that organized all this game from the USA side, from the American side, there was a World Oral Region charity. And I want to give the floor to the co-organizer of the tournament, the representative of World Oral Region charity, Sorangel. You can share a little bit about your organization, about World Oral Fund, and what do you do besides Clean Games, and what's your goals? Sorangel. Oh, okay. Yeah. Yeah, so the World Arrow Charities Organization, they're pretty invested in sustainability practices in Europe. So I think, they're also they're engaging students from the US. So I know that the president, Robert, he engaged a lot of students from Columbia University. And so they were able to participate in sustainability projects, water projects, areas in Europe. So it's great that they were able to engage other students throughout the US in the Clean Games. And so that's finding other ways to, engage their sustainability practices. Nice. And we have another special guest, guest of honor. This is an assistant of the Russian-American program, Exchange of Social Experience and Knowledge of the Eurasia Foundation, which hosts the tournament. Svetlana, can you hear me? Can you see me well? Yes, I can hear you and I can see you. Oh, nice. Друзья, у нас тут, значит, снова гость, который говорит и на русском, и на английском одновременно, и снова трансляция, которая проходит и на русском, и на английском одновременно. У нас есть со стороны фонда Аральского моря Саранхель, у нас есть я со стороны чистых игр и Светлана Таунсенд, ассистент российско-американской программы «Обмен социальным опытом и знаниями фонда Евразия», в рамках которой мы проводили этот турнир. Ну, Светлана, давайте мы снова попробуем на русском и на английском рассказать нашим зрителям, как вы сами следили за турниром, есть ли что-то, чем хочется поделиться, и почему вы решили обратить внимание на чистые игры, и есть ли дальнейшие какие-то планы сотрудничества с фондом Аральского моря и с чистыми играми. Вот такие 3 вопроса. Да, Владимир, большое спасибо. Да, действительно, вся наша команда следила активно за играми, и
Как вы знаете, в качестве организаторов мы уже на протяжении нескольких месяцев работаем с командой от американской стороны и российской стороны, так что мы увидели, как проходит организация игр изнутри, было очень интересно, и, конечно же, от лица нашей программы, от лица фонда Евразии в целом очень хочется поблагодарить сегодня всех победителей, поздравить всех победителей и поблагодарить всех тех, кто принял участие в играх, и всех тех, кто так или иначе был причастен к организации этого невероятного праздника. И, конечно же, нашей команде очень бы хотелось продолжить. Мы обязательно со своей стороны продолжим следить за сотрудничеством американского World Oral Regional Charity и чистых игр. И, конечно же, у нас есть несколько идей о том, как мы можем продолжить наше сотрудничество после этого турнира, потому что, конечно же, я думаю, что всем стало ясно, что этот турнир показал, что действительно такое, да, в нашем случае межконтинентальное, такое глобальное мероприятие, которое становится платформой для сотрудничества, коллаборации, обмена опытом людей из России, США. Все это возможно, и все это зависит только от нас. Так что всех поздравляю и очень-очень рада. На самом деле это большая честь быть причастной к такому мероприятию. Ну, шикарно. И теперь те же самые вопросы. The same questions for our English viewers. Did you watch after Clean Games competition, and what's your experience on the cooperating, and what's your plans with Clean Games and World Oral Region Charity? Thank you, Vladimir. Yes. So just in a few words, yes, our team did watch the games, and for all of us, I think it was just truly, really inspiring to see the determination of the participants. We saw the little girl who, didn't mind getting dirty to score more points, to try and win the game, and it was really moving, and I think everybody who participated in the games are really setting the example for all of us and just inspiring us to make a positive difference in our communities. And as someone who has been who has seen the games sort of from behind the scenes, how everything was organized, how everyone was brought together. It was such an amazing experience. I really hope that we'll be able, I know that our team will continue watching both organizations. I really hope that the collaboration will continue, and just everyone who participated, I really hope that you will continue to be part of this movement, and as I said, set an example for all of us to bring this positive change in our communities. Thank you. Okay, thank you again, Svetlana, and thank to you, Saranhil, for participating in our organization and in this live stream. It was a very amazing and inspiring experience. We will definitely continue to do great things together. Thank you both. Друзья, благодарю еще раз Светлану и благодарю Саранхель за то, что приняли участие и в соорганизации всего турнира, и поучаствовали в этой трансляции. Это было очень круто и вдохновляюще. Огромный опыт на 6 часовых поясов. Первый раз такое. И мы обязательно продолжим делать великие дела вместе. До свидания, друзья. До свидания, Светлана. До свидания, Саранхель. А с вами, дорогие зрители, мы еще не прощаемся. У нас есть еще минуточка. На прощание скажу вам, какие планы у нас есть на будущее. Мы идем в небольшую зимнюю спячку. We go into a little take a break. It snows in Russia and it gets cold, so we will continue to play in April 2021.
мы сейчас уже убирать больше не будем. У нас выпадает снег везде, становится холодно по всей России, поэтому мы продолжаем играть уже в апреле 2021 года. И наши ближайшие планы. Значит, в апреле у нас будет стажировка для организаторов из стран, которые относятся к заливу Балтийского моря, к Балтийскому бассейну. В него входит и Россия, и входят все страны вокруг Балтийского моря, которые у нас играли в том числе в Кубке Чистоты Балтийского моря совсем недавно. Литва, Латвия, Польша, Эстония, кто у нас там еще? Дания, ну, короче, Белоруссия была, да, то есть Украина даже была, мне кажется, потому что у них реки впадают в Балтийское море. Они тоже относятся к Балтийскому бассейну. В общем, для них будет стажировка. Мы хотим, чтобы в Балтийском кубке было больше игроков. Дальше у нас будет, разумеется, весенний кубок чистоты. Всероссийский весенний кубок чистоты. Мы очень надеемся, что он будет не децентрализованный, что все снимут массовые ограничения, все выздоровеют, и мы просто будем играть. Дальше в июне 2021 года, вообще через много месяцев, у нас будет премия борцов с мусором, как обычно. В общем, 2021 год расписан. Также мы будем делать онлайн-марафон чистые челленджи в России в августе 2021 года. Также в сентябре 2021 года, через год, у нас будет Балтийский кубок, и там же будет Всемирный день чистоты, будет адская движуха, и также в сентябре будет осенний кубок чистоты в России. В общем, играть будем без конца. И в октябре у нас будет сессия на стратегическом форуме регионов и городов России в 2021 году. Мы примем в нем участие и будем там сессию организовывать. Okay, our next plans, it snows in Russia and it gets cold, so we will continue to play in April 2021, and we will have Clean Games internship for organizers from the Baltic Sea states. And we will have Clean Games Spring Cup in Russia. We will have Trash Busters Awards in Russia and Clean Challenges online marathon in Russia. Then in September 2021, we will have Clean Games Baltic Cup and Clean Games Autumn Cup in Russia. And it will connect with World Cleanup Day, the international World Cleanup Day. And in October, we will have a session at Strategic Forum 2021. This is annual strategic planning leaders forum of the regions and cities of Russia. Друзья, что я могу сказать? Пожалуйста, подписывайтесь на наши соцсеточки, участвуйте в чистых играх и становитесь организаторами. Самое главное, что вам нужно сделать, пойдите прямо сейчас и оставьте заявку на сайте чистых игр, чтобы стать организатором. Мы любим организаторов, даем все инструкции, как организовать игру с чек-листами, со всеми деталями. И сообщество у нас огромное и дружелюбное, и присоединяйтесь к ним обязательно. Okay, guys, what you should now, please subscribe to our social medias, participate in games, and of course, become an organizer, especially if you're abroad. We love organizers and we give you all the instructions on how to organize the game with checklists and all the details. And we have a very helpful community, and please join this community. It's amazing experience for everyone. Ну что, друзья, осталось только с вами попрощаться, поблагодарить вас за то, что вы смотрели эту трансляцию. Меня зовут Владимир Гусев, и мы с вами увидимся теперь уже весной. Okay, guys, thank you again for watching. We will see you in the spring cups and spring games. Thank you again. Goodbye. Счастливо, друзья. Русский, английский. Пока.